Друзья, приветствую вас из осеннего, но все еще теплого Харькова. Сегодня отправимся на прогулку по Харькову, городу, который всегда живет своей особой жизнью. Мы посмотрим, что происходит на улицах прямо сейчас. Узнаем последние события и новости, а также поделимся атмосферой города таким, какой он есть сегодня. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. На площади Конституции и возле Харьковского оперного театра имени Лысенко начали разбирать инсталляции, которые установили еще ко дню города и ко дню государственного флага Украины. Последние дни или крайние, кому как больше нравится, в Харькове неспокойные. Над городом в большом количестве летают БПЛА. Но благодаря нашим защитникам ПВО большинство этих БПЛА сбивают еще в небе. Вот как это происходит и какие звуки слышат харьковчане. Харьков стоит на пороге зимы. После относительно спокойного лета, когда часть энергобаланса страны обеспечивалась солнечной генерацией, энергетики и жители области готовятся к сложному отопительному сезону. Харьковщина вступает в отопительный сезон с опытом выживания, накопленными ресурсами и пониманием рисков. Энергетики научились быстро локализовывать аварийные участки, создали усиленную защиту инфраструктуры, активно развивают распределенную генерацию. Но главный фактор остается непредсказуемым. Ситуация полностью зависит от обстрелов. Это жесткая правда, с которой живет Харьков. Тем не менее, Харьков готовится к зиме не как к стихийному бедствию, а как к очередному испытанию, которое точно будет пройдено, потому что иначе просто нельзя. За время полномасштабной войны в Харькове было восстановлено 1500 жилых домов. В планах на этот год восстановить 200 многоэтажек. 150 из них уже отремонтированы или начали восстанавливать. Ремонты финансируются из 3 источников: городского бюджета, субвенции государственного бюджета и за счет помощи иностранных партнеров. В то же время продолжается демонтаж разрушенных обстрелами домов. Работы проводятся по адресам: улица Метростроителей 1 и улица Натальи Ужви, 96. Также завершается демонтаж дома по адресу Метростроителей 9. А вот так сейчас выглядит пострадавшая Северная Салтовка. Игорь Терехов, мэр Харькова, рассчитывает, что после войны население Харькова будет составлять 2,5 миллиона жителей. И приедут те, кто уехал. И будут новые люди, которых уже называют новыми харьковчанами, а не вынужденными переселенцами.
а также приедут студенты, потому что для нас главное, чтобы наш город оставался студенческой столицей. До полномасштабной войны в Харькове проживали 1 миллион 420 тысяч человек. Сейчас в Харькове проживает около 1 300 000. А вы знаете, что чешский город Плзень передает Харькову 4 поддержанных сочлененных трамвая? Они прибудут в наш город в течение нескольких месяцев. Трамваи модели Татра К3РНТ. Соответствующий тендер на перевозку появился на сайте Прозора. Наш город впервые будет иметь опыт с трамваями этой модели. В общем, город Плзень предоставил Харькову 9 автобусов, 23 трамвая, 5 троллейбусов, в том числе те, что прибудут. Ну что ж, спасибо городу Плзень за поддержку Харькова. Вот часто езжу дорогами Харькова и замечаю, как водители транспортных средств нарушают правила дорожного движения. Просто плюют на них. То велосипедисты, то автомобилисты. Чего или кого только не увидишь на улицах Харькова. А как вам проект здания ХНУ имени Каразина по улице Мироносецкая, 1, разрушенное ракетным обстрелом в начале войны? Здание предлагают восстановить в виде развернутой книги. А как вам такой вариант реконструкции здания на улице Полтавский шлях? Здание более известное как Зеленый дом. Предлагают сделать черным. Но так выглядит сегодня это историческое здание внутри. Вряд ли его можно реконструировать. Также в Харькове в субботу прошел митинг в поддержку военнопленных. А еще в выходные дни в Харькове прошло массовое катание на велосипедах.
И в центре Харькова прошли необычные соревнования. Состоялся первый в Украине забег на паркинге. Спортсмены одолевали дистанцию на многоуровневой винтовой парковке. Ну и еще немного кадров нашего замечательного города Харькова.